Итак, друзья, всем привет! Сегодня у нас в обзоре, как вы уже поняли, будут магнитолы с функциями 360. Ну и, конечно же, мы рассмотрим, как выглядят камеры 360. Поговорим о том, какие магнитолы у нас поддерживают функцию 360, как ее включить, как ее активировать. Предварительно также скажу, что будет у нас показано 3 магнитолы. 2 магнитолы, в которых уже функция 360 активна, и на третьей эту функцию мы будем активировать с помощью установки чипа. Про чип с функцией 360 мы сегодня тоже поговорим, покажем его, покажем, как его устанавливать. В общем, смотрите. This was not your fault. А начнем мы с вами разбор вот с этого комплекта. Вот это вот у нас 4 камеры для обзора 360. Без них, соответственно, никакая функция нам нужна не будет. Хочу вот, кстати, показать, недавно заметил, продают оптом вот такую вот штуку с надписью не панорама, а поронама. Как один мой друг сказал, порномама. Думайте, где вы покупаете камеры, с ними история точно такая же. Что с камерами заднего хода, что с камерами 360. Итак, значит, смотрим. Бывает у нас 2 комплекта камер. То есть бывает задняя и передняя камера. И бывает все 4. То есть вот у нас задняя и передняя. И вот 2 боковые, которые устанавливаются у нас в зеркала. Соответственно, сколько камер, столько у нас и обзора. Камеры у нас имеют вот такую вот распиновочку. Качество у данного комплекта HD 720. Каждой камере идет еще дополнительно вот такой вот провод, для того, чтобы эту камеру протянуть. И у этих проводов подписано, то есть куда эта камера будет подходить. Вот тут написано right, то есть это у нас правый. И они еще обозначены разным цветом. Сама камера подцепляется вот сюда. Где она у нас? Вот сюда вот так подцепляется. А вот этот вход, который цветной, уже идет вот на этот вот кабель, который вы будете подключать к самой магнитоле. Чтобы камеры не перепутать, они, видите, по цветам желтый, красный, черный и синий. Задние камеры, если заметите, пучок проводов намного толще. То есть это у нас самый длинный провод, и у боковых вот обычные провода. Еще на что хочу обратить внимание. У задней камеры есть вот такой вот провод. Он подключается к проводу бэк по такому же принципу, как камера заднего хода. И у боковых камер есть вот такие же провода. Они работают точно так же, как камера заднего хода, только они активируются при включении поворотников. То есть при включении поворотника сюда дублируется сигнал, камера на какой-то момент у вас включается, всплывает на экране и показывает обзор. Конкретно с того направления, направо вы поворачиваете или налево. Помимо этого в комплекте у нас идет вот такие вот декоративные заглушечки. Они у нас применяются для круглых камер, для того, чтобы установить их на зеркала. Резиновые они заглушечки, мягкие. И еще тут есть вот такая вот фреза для того, чтобы просверлить ровное отверстие в зеркале. То есть вот тут вот у нас сверло, центр намечаете, засверливаетесь, и дальше она делает отверстие под камеру. В это отверстие вставляете резиночку и туда уже продеваете боковую камеру. По идее, у установщиков, у нормальных, это все уже должно быть. Все инструменты, ну кроме резиночек. Я имею в виду вот такая вот фреза. Но на случай, если вы любитель покулибничать, любитель поколхозничать, вот такая фреза есть в комплекте. Так, ну с проводами все понятно. Теперь давайте рассмотрим магнитолы, которые у нас поддерживают функцию 360, чтобы к ним можно было подключить вот этот вот комплект. И начнем мы с вами вот с этой вот магнитолы. Магнитола — это одна из самых недорогих, одна из самых оптимальных по цене. Магнитола серии Medium. Большинство людей даже не знает, что в ней есть функция 360, уже встроенная с завода. У многих людей наоборот эта функция вызывает беспокойство, то есть она им не нужна, но при включении она всегда всплывает здесь. Сразу хочу уточнить, что функция 360
она есть только на оригинальных платах. Теоретически вам может попасться устройство, в котором этой функции не будет. Может, это просто какая-то старая модель, там давно на складе завалялась. В основном во всех этих магнитолах функция 360 присутствует. И с таким я сталкивался, что даже многие продавцы не знают, что в этих магнитолах функция 360 присутствует. Давайте рассмотрим сейчас, как ее активировать. Заходим в настройки разработчика через 4 восьмерки. И попадаем вот в такое вот меню. Здесь нам нужно зайти в настройки Reverse Camera Settings. И тут мы видим настройку 360. Здесь еще можно настроить качество видеокамер, которое у вас будет. Мы оставляем вот здесь вот HD 720. И для того, чтобы изменения вступили в силу, нам надо нажать ОК. Сразу же говорю, если у вас при включении всплывает программа 360, но вы не собираетесь пользоваться, то значит у вас в настройках по умолчанию стоит вот это вот 360. И для того, чтобы она исчезла, вам нужно переключить ее либо сюда, и тогда это приложение само по себе исчезнет. Сейчас после перезагрузки у нас в меню появится приложение 360. Так, ну все, нажимаем ОК. Вот у нас пошла перезагрузка. И после загрузочной анимации сразу у нас всплывет приложение 360 при запуске. Вот про это я и говорил, что некоторые люди покупают устройство, оно им не нужно, оно у них сразу всплывает. Значит, в настройках задней камеры переделываете галочку, и все, приложение у вас исчезнет. Вот она включила и сразу показывает камеру заднего хода. Ну, давайте сейчас подключим к ней камеры и уже посмотрим, как она работает, как она настраивается. Это сюда. Выходы готовы. Итак, передний провод. На передний провод у нас идет вот такая вот квадратненькая камера. Подключаем ее вот сюда в широкий разъем. Тут у нас есть стрелочки, вот видите, на этом и на этом. Стрелочки друг в друга втыкаем. Хорошенько фиксируем. Передняя камера. Левая камера. Для левой камеры мы используем вот такую круглую камеру. Точно так же по стрелочкам ее втыкаем. Ну и в принципе с остальными камерами делаем то же самое. Ну и после того, как все камеры подключены, мы уже их подключаем вот сюда по своему цвету. Тут у нас тоже есть вот такая вот небольшая стрелочка. Вот здесь видите ее. И стрелочку мы совмещаем вот с этим пазиком. Сейчас, кто заметил, вот здесь у нас появилось уже изображение. Это у нас активировалась задняя камера. Вот она. Мы ее сейчас двигаем. Она нам показывает. Это есть. Ну, в принципе, дело не хитрое, все остальные камеры подключаем по такому же принципу. Так, все камеры подключили, и тут, смотрите, у нас появились изображения со всех сторон. Вот, в принципе, с подключением на этом все. Теперь делаем на весь экран и смотрим, какие тут у нас есть возможности. Так, смотрим. Вот здесь у нас кнопка 3D. Кнопка 3D позволяет смотреть на ваш автомобиль в 3D модели. То есть все 4 камеры тут объединено в одно изображение, и будет показана панорама улицы, что вокруг вас происходит. Также переключаемся. Это у нас передний вид, на переднюю камеру переключается. Если мы возьмем переднюю камеру, увидим, что тут у нас можно посмотреть. Ну и соответственно точно так же с остальными камерами. Вот это у нас задняя камера, вот это у нас комбинированный вид. То есть одновременно смотрим и левую, и заднюю. И это одновременно смотрим правую и заднюю. Вот этот вид одновременно показывает правую и левую камеру. И вот этот вид у нас это передняя камера, чтобы можно было куда-то заехать, припарковаться. Идем по настройкам приложения. Заходим вот сюда в настройки. Смотрите, вот тут у нас идет 4 колонки.
Это у нас значит для калибровки. Пароль для этого приложения 4321. Раз. И заходим сюда и калибруем. Сейчас мы ничего калибровать не будем. Проект. Вот, допустим, вы хотите убрать вот эти вот линии. Вот они убираются вот здесь, на вкладке проект. Передние, задние. Это у нас настройки самих камер. Видите, если мы их регулируем. Здесь у нас регулируется размер, удаленность. Тут у нас параметры камеры. Можно отрегулировать. Если все нормально видно, лучше, конечно, сюда не лезть. Вот у нас режим отображения. Левый, правый руль. Включить зеркало. Сброс до заводских настроек. Если вы запутались в настройках, просто сбрасывайтесь до заводских. Настройка бокового обзора. Вот если вы зашли в настройку бокового обзора, смотрите, тут есть выбор камеры. Вот сейчас у нас активирована передняя. Можно взять любую другую камеру. Тут мы можем смещать фокус камеры. Видите, она двигается. То есть вот эти вот парковочные линии. И вообще, в принципе, фокус камеры можно смещать вверх, вниз, увеличить, уменьшить. Вертикальный зум, горизонтальный зум. Угол поворота. Если у вас камера чуть криво стоит, то есть вот прикрутили камеру, она что-то неровно, заходите сюда, настройка бокового обзора и регулируете. Ну и, конечно, эти настройки надо делать уже, когда камера установлена в автомобиль. Здесь модель камеры. Тут мы можем выбрать модель автомобиля, которая у вас будет. Выбирайте ту, которая у вас похожа на ваш автомобиль, чтобы вам было удобнее смотреть. И здесь выбирайте цвет. Любую цветовую гамму можете выбрать. И любой цвет. На данный момент мы оставим вот такой. Персонализированный номерной знак. Берем, пишем тут знак. Подтвердить. И смотрим. Вот тут у нас появился номер. Делаем выход, заходим в 3D и смотрим. Вот он у нас номер поменялся. И модель машины тоже поменялась. Это сделано для вашего удобства. Выбирайте ту машину, которая больше похожа на вашу. И давайте посмотрим вот эту вот вкладку, где написано базовый. Что тут у нас есть? Значит, смотрите. Тут версия, тут качество записи, устройство записи. Так, тут у нас есть задержка поворота. То есть ставите, допустим, 2 секунды. Что это вот за задержка поворота? Ревесивная задержка. Когда вы включаете поворотник, сейчас я вам продемонстрирую. Я вам уже говорил вот про эти вот белые проводочки у поворотников и у задней камеры. И если мы на него сейчас подадим питание, как будто бы у нас включился поворотник, у нас включится правая камера. Сейчас я вам это попытаюсь продемонстрировать. Подключаем поворотник. Хоп. Загорел сигнал поворота и включается тут же правая камера. С левой камерой и задней камерой будет точно так же. После того, как вы выключите поворотник, отключаем. Раз, два, 2 секунды, и окно вернулось в обычный размер. Длительность активности вот этого окна на 2 секунды оно будет включаться, или на 4, или на 5, зависит вот от этой настройки. Окно поворотника выключится через 2 секунды. Задняя камера выключится через 5. Можно поставить точно так же на 2. И вот эти вот все настройки на 2. Сенсорная задержка 15. Если вы долго в приложении ничего не нажимаете, оно свернется. Вот давайте, допустим, сейчас поставим 2. И через 2 секунды, как видим, у нас приложение сворачивается и выходит сюда. Он нам по очереди показывает изображение с нескольких камер. То есть он тут показывает общий план, дальше переднюю камеру и заднюю камеру. Нажатие, общий режим, передняя, задняя, общий. Он работает в таком формате только в 3 режимах. Устройство записи. Для того, чтобы запись велась с камеры, нужно включить сюда флешку. Давайте ее подключим сейчас. Вот у нас появилась USB 1. Нажимаем на него. И теперь запись с камеры будет вестись на эту флешку. Качество записи настраивается у нас здесь. HD качество, SD качество и Full HD. Вот здесь у нас загорелась точка. Точка свидетельствует о том, что ведется запись камеры. И после того, как у нас прошло 3 минуты, у нас появилась вот такая вот запись. Запись идет со всех 4 камер, и если мы хотим какую-то отдельную камеру выбрать, нажимаем на этот экран. Все 4 камеры записываются одновременно. Вот
принципе, все. Значит, смотрите, тут приложение простенькое, настройки простенькие. Камеры качества 720, если хотите, можете поставить чуть побольше. Максимальная тут у нас 1080. Это, конечно, не так много, но я напоминаю, что эта магнитола идет вторая после бюджетных. Стоимость этой магнитолы там от 12 до 14 тысяч колеблется. И при такой цене вы уже имеете функцию 360. Тут в этой магнитоле никакой чип докупать не надо, он уже встроен в самой плате, все готово. Можете проверить, если у вас похожая магнитола с похожими характеристиками, проверьте по тому способу, который я показал, может у вас эта функция уже активна. А мы сейчас перейдем к более сложным магнитолам, на которых функция 360 подключается немного по другому принципу. Итак, следующая магнитола у нас. Это магнитола Premium Topway на процессоре 7862. На магнитоле уже это из Китая был предустановлен чип 360. То есть конкретно мы сейчас будем говорить про модели серии Plus и серии Premium. То есть серия Premium это у нас магнитола с процессором 7862. И магнитола серии Plus это такая же магнитола, но на процессоре 9863. По сути у них прошивки схожие, у них немножко отличаются звуковые компоненты. И отличается процессор. То есть 9863 это младшая версия процессора 7862. Более, так сказать, бюджетная, более экономичная. Вот на данной магнитоле стоит процессор 7862. В этой магнитоле у нас уже предустановлено приложение 360. В стандартной комплектации сюда в России их везут без чипа 360. Ну, они его называют чип, на самом деле их можно назвать модули, то есть 4G модуль, Wi-Fi модуль и так далее. Это все модули. У китайцев все компоненты имеют название чип, ну они так переводят на наш язык, говорят чип. Усилитель, который у них установлен, допустим 7851, они его чип называют, радиомодуль чипом называют, все они называют чипом, и поэтому я уже привык, я говорю чип 360. На самом деле это дополнительный модуль, который подключается к плате и позволяет активировать функцию 360. После активации тут у нас появляется вот такое вот приложение. Если вы заказали уже с чипом, то вам его уже настроят и активируют, вам ничего делать не надо будет. То есть вы сюда сразу заходите и все у вас будет активно. Камеры я сейчас сюда еще не подключил. Мы сейчас будем заниматься конкретно вот этой магнитолой. Ставим, как будто бы мы только что купили магнитолу. За нас ее уже все сделали и прислали нам. Вот, мы хотим подключить камеры. Камеры используем те же самые, нам осталось воткнуть только вот этот вот штекер туда и все. В итоге мы получаем вот такую кракозябру. И коротко скажу, чем отличается у нас вот настройка именно самих камер на серии Plus и от прошлой серии Medium. Вот в магнитолах Topway настройка камер происходит автоматически. Сейчас мы сюда подключили камеры с разрешением 720, но она их не воспринимает. Нам нужно перезагрузить. Так же, как и на прошлой магнитоле, в принципе. Точно такая же логика. Перезагружаем. И после перезагрузки у нас появится изображение. Также загрузилось у нас приложение. И смотрим. Все, везде все камеры подключились. Все камеры работают. Все подключилось. Все нормально. Проверяем. Все запустилось. Дальше при нажатии на экран вот у нас появляется точно такое же окно настроек. Здесь мы можем переключаться между видами. То есть приложения для функции 360 они идентичны. Просто если вы заметите, тут еще пару видов добавилось. И есть еще магазин. В магазине вы себе можете купить модель, которая будет вам подходить. Магазин, к сожалению, платный. Вот, $8 Это как бы одна из фишек Topway. У них тут много есть всяких дополнений, но они платные, зато они все официальные. Так, и в конце тут у нас есть вот эти вот меню с настройками. Значит, здесь моя модель автомобиля. Обновление. Позже. То есть тут можно выбрать из тех автомобилей, которые у вас уже загружены. Выбираете модель какую-то, допустим, которую хотите. И тут появляется надпись «Скачать и установить». Нажимаете. Написано: участники, не являющиеся всем пользователями, могут бесплатно загружать модели автомобилей только 3 раза в день. Прочитали, нажали «Конечно».
И у нас скачалось. Оп, все. Сохранить файл. Здесь мы можем посмотреть список из наших файлов, которые были записаны. Запись ведется по такому же принципу. Нужно подключить флешку, и на флешку будет вестись запись. Общие настройки. Тоже видим у нас 3 вкладки. Вид, видео и программа. Видео. Нажимаем вот сюда. Оно включается. Здесь выбираем путь хранения записи. USB 0, USB 1 и USB 2. USB 0 это внутренняя память. Не выбирайте ее, иначе она у вас забьется. Включили видео. Включили водяной знак, если нужен. Путь хранения записи, время записи. Ясность это качество. То есть настройки видеозаписи на вкладке видео. Программа. Проверить наличие обновлений, бета-версия. То есть это данные о программе. И вот тут у нас на вкладке вид находятся все основные настройки. Включите машину на 1 оборот. При запуске приложения видели, машина крутится 1 раз. Раз, выбираем ее. Вот у нас перевод. Передняя дорожка, это вот эти вот линии спереди, видите? Она убирается. Задняя гусеница. Стиль линии трека, это стиль самой вот этой вот полоски, он меняется. Есть стиль 1, стиль 2, стиль 3. Видите, они разные. Повернуть, чтобы посмотреть пребывание. Вот эти временные задержки тоже точно такие же, как мы на медиум смотрели. Это сколько после поворотника будет активно, сколько после задней скорости будет активно. Радар это передняя камера. Сенсорный экран остается 1 минута. Это настройки, через какое время у вас отключится приложение, если его не задевать. Если можно поставить неограниченное время, 10 секунд, 15 секунд и так далее. Вот здесь у нас вкладка нужная. Настройка изображения, яркость камер, контрастность и насыщенность. Смотрите, как вам нужно, так и настраиваете. И настройки проекта. Настройки проекта входим также через 4, 3, 2, 1 и попадаем в калибровку, в настройки камер, настройки 3D вида. Точно так же мы тут можем двигать изображение, как на магнитоле Medium настраивали. Заходите, выбираете объектив и настраиваете. В принципе, вот, отличий практически нет. Отличие только немножко в форме настроек. Вот и все. Возвращаемся к виду 360. Тут у нас, как видим, номерных знаков нету. Итак, по работе приложения, думаю, все понятно. Тут особо долго задерживаться не будем. Лучше я здесь внимание уделю сейчас другому моменту, а именно самому чипу 360. Потому что пользователи задаются каким вопрос: если бы я сразу знал, да я бы сразу взял с чипом 360, а как заказать из Китая, я не знаю. В общем, смотрите, что TopWay, что платформа Fit сделали одинаковый принцип. Можно докупить этот чип и установить самостоятельно. Сейчас мы с вами как раз это будем проделывать. Я разберу эту магнитолу, покажу, как выглядит чип, покажу, насколько сложно его установить. Мы его переместим на другую магнитолу. Переместим его на магнитолу серии плюс, то есть на младший процессор. Покажем, как он там работает, как активировать приложение 360. Все это с вами сейчас пройдем. И делать мы это будем на примере именно TopWay. Сейчас по данной схеме, вот на сегодняшний день, когда мы снимаем видео, мы работаем по такой схеме только с магнитолами TopWay. Для удобства, чтобы не заказывать чипы по отдельности 360 из Китая, мы закажем себе небольшую партию этих чипов, и они будут у нас в России выложены на витрине именно для TopWay. Как только договоримся с Fit, будем выкладывать чипы на платформе Fit. Задача сейчас объяснить вам, как эти чипы можно установить, как настроить, как активировать, чтобы вы в случае чего сами смогли это все сделать. Но предупреждаю сразу, если вы посмотрели это видео и не уверены в своих силах, лучше обратитесь, чтобы вам этот чип установили специалисты. Я знаю наших специалистов, которые могут за любую там функцию типа смахивания пылинки с экрана накинуть 5000 рублей, поэтому я вам это все покажу, и дальше вы решаете. Либо вы самостоятельно это можете сделать, либо вы обратитесь к специалисту, но уже будете знать, насколько это трудоемко для него работа. Но помните еще раз, после того, как вы открываете корпус, лезете туда вот, что-то перекручиваете, то все риски, если после этого что-то случится с вашей магнитолой, вы берете на себя. Все манипуляции, все процедуры обязательно делайте с отключенным питанием. Сейчас мы с вами приступим как раз таки к разборке магнитолы и к демонстрации чипа 360. Значит, первым делом откручиваем вот эти вот 4 болтика, которые у нас находятся по краю. Не вот эти вот
а вот эти, на которые крепится сам радиатор. Открутили. Аккуратненько это все дело поднимаем и переворачиваем. Не торопимся. Нам нужно сделать так, чтобы нам было удобно. Далее откручиваем вот эти вот маленькие болтики, чтобы открепить плату от радиатора. Болтики откручены. Аккуратненько плату достаем. Не торопимся. И смотрим. Вот он, наш чип. Он находится вот здесь, прикреплен к радиатору. Вот этот шлейф от платы мы аккуратно отцепляем. И все. Вот он у нас. Чип на радиаторе находится. Вот он-то нам и нужен. Плата у нас как была, так и есть остается. Мы ничего отсюда не отключали. Вот у нас защелка, на которую одевался шлейф. Она с этой стороны одна такая широкая. Так, это мы убираем в сторону. Берем наш радиатор с чипом и откручиваем чип от радиатора. Вот так вот он у нас выглядит. То есть тут у нас микросхемка и еще есть некоторые компоненты для нее. Все, вот с этим чипом мы сейчас идем к магнитоле Android серии Plus, тоже на платформе TopWay. И представим так, как будто бы мы заказали этот чип, он к нам пришел, и надо его установить. Вот мы уже разобрали магнитолу. Уже я весь процесс вам показывать не стал, чтоб не заморачивать вас лишними движениями. И сейчас мы сюда, видите, у радиатора уже есть точно такие же крепления под чип, и мы его сейчас сюда сразу прикрепим. Перед тем, как его крепить, если вы покупаете и ставите его надолго, смажьте термопастой, либо вот такую вот термопрокладочку поставьте. Я рекомендую именно термопрокладочку использовать. Сейчас мы этого не делаем. Почему? Потому что этот чип не будет здесь всегда стоять. И не нужно наносить компоненты, которые нам не пригодятся сюда. Устанавливать мы его будем ненадолго. Перегревается он не сильно критично. Просто запомните, что лучше поставить вот такую вот термопрокладочку. Вот она у нас плата от серии Plus. И наша задача аккуратненько сюда прицепить вот этот вот шлейф. И в обратном порядке собираем. Как видите, я тоже здесь ничего не отключал. Все осталось как есть. Так, плату прикрутили. Теперь прикручиваем корпус. Как говорил один великий поэт. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Итак, смотрим, что тут у нас есть. Информация о системе TS18. Памяти тут у нас 332. Серия Плюс. Вот у нас версия процессора 8581. Если кто не в курсе, это как раз номер процессора 9863. Итак, поехали. Сейчас, на данный момент, тут у нас в приложениях приложения 360 нету. Чип уже тут внутри установлен. Однако что-то идет не так. Сейчас мы вам объясним, как это все дело настраивать. Заходим в настройки. Заводские. Пароль. Вводим расширенный пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6. Подтвердить. Заходим вот в эту вкладку. Информация о конфигурации. Тут ищем с вами 360 панорама. Не порно, мама. Панорама. Активируем ее. Выходим назад. Сейчас мы заходим в наше приложение. Появилось приложение 360 безопасность. Если вы сюда заходите и у вас просит приложение активацию, я вам сейчас напишу код, который подходит к большинству версий плат, что на TS18, что TS10, то есть что на премиум, что на плюс. Вы этот код вводите в окошке и все будет работать. Здесь я код уже вводил и лицензия сохранилась. А так, если вы в первый раз просто войдете сюда, у вас тут же запросит окошко код активации. Так, ну что, приложение это у нас есть. Давайте проверим, что оно действительно работает и функционируют все камеры, несмотря на то, что это более младшая платформа. Кабель. И заходим в приложение 360. Тут, как мы видим, камеры у нас уже активировались, все работает точно так же. Настройки не меняются. Вот у нас 3D.
Тут у нас можно выбрать модель автомобиля. Вот, в принципе, все, что я вам хотел показать. То есть, если вы приобретаете чип 360, производите небольшие манипуляции, и, пожалуйста, магнитола приобретает функцию 360. Вот здесь у нас настройка есть функции 360. Запись видео точно так же поддерживается. Нужно выбрать. Вот, смотрите, если мы включаем, U-диск не обнаружен. Выбираем место записи. Как я и говорил, на USB 0 не записывайте, иначе заполнится вся память. Вот, в принципе, все. Я вам сегодня рассказал о двух вариантах активации функции 360, то есть это на магнитоле Medium, где она уже встроена с завода, и на магнитолах топовой серии Plus и Premium, когда нужно докупать дополнительно чип 360. Как сам чип выглядит, показал, как его установить, показал, как активировать приложение на этих магнитолах я показал. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, ответил на большинство ваших вопросов по системе 360. Да, к сожалению, на автомобиле я это не продемонстрировал, не показал, как калибровать. Может быть, в будущем такая возможность представится, и я вам это все обязательно покажу. Пока ограничимся только этим, то есть аппаратной частью, установка чипа 360 и настройка самого приложения. Еще раз всем спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока!